Всем привет, это Иван Жданов. 50 дней идет война, и Путин продолжает терять уже не только танки, но и корабли. И это похоже уже на то, что Украина не просто держится, а побеждает. Уничтожен флагман Черноморского флота «Москва». Об этом мы поговорим через пару минут, но не забудем и о других новостях. Россия потеряла больше 500 танков, а США посылают в Украину тяжелое вооружение. Тем временем путинские войска продолжают обстреливать украинские города. Посмотрите на видео атака самого важного военного объекта в городе Харьков. Ну да, можно говорить, что детская карусель уничтожена полностью. Пока российские ракеты летят в парки и жилые дома, украинцы времени не теряют. Их ракеты летят в цель. Сегодня ночью был атакован и поврежден флагманский крейсер Черноморского флота «Москва». Украинцы сообщили, что атаковали крейсер своей противокорабельной системой «Нептун», которую поставили всего год назад, 15 марта 2021 года. Ночью Минобороны сообщила, что на крейсере сдетонировал боезапас. Позже новость подправили, чтобы она звучала не так страшно. И написали, что сдетонировал боеприпас. Ну, как будто один боеприпас. Кроме того, в сообщении сказано, что был эвакуирован весь экипаж корабля. Прямо сейчас сообщают, что корабль накренился и утонул. Правда, пока нет фото или видео с места событий, но скоро они наверняка появятся. Давайте просто по фактам. Первое. Если с корабля эвакуировали прямо весь экипаж, то никакой борьбы за живучесть корабля больше нет. Второе. Взрыв. Взрыв даже одной крылатой ракеты с боевой частью в 500 килограмм уже может вывести полностью из строя этот крейсер. А взрыв всего боекомплекта попросту его уничтожит. В-третьих. Корабль находился на дежурстве в районе острова Змеиный. Да, того самого. Оттуда до Севастополя около 270 километров через открытое море. На таких расстояниях не кажется возможным его отбуксировать. Можно определенно говорить, что крейсер «Москва», флагман всего Черноморского флота, уничтожен. Даже если он просто сильно поврежден, то корабль встанет на долгий-долгий ремонт. Не факт, что в Черном море вообще есть доки, способные вместить такой огромный крейсер. Вернее, они есть, но в Николаеве. Думаю, что в ближайшее время появятся спутниковые снимки повреждений. Но можно уже говорить, что без преувеличений это историческое событие. Нужно реально полистать календарь и вернуться далеко в историю, чтобы вспомнить, когда флагманский крейсер вообще когда-то топили. Крейсер «Москва» был одним из самых распиаренных российских кораблей. Его можно было встретить на билбордах в Москве. Он ходил на всякие парады там. Это была такая показуха прямая. Стоит ли напоминать, что именно крейсер «Москва» это тот самый корабль из легендарного мема, который должен пойти сами знаете куда. Москва. 200 метров, ракетный катер. Россия. Тем временем представитель Минобороны Коношенков заявил следующее. Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. А мы все гадали, к чему вот эти дебильные новости про обстрелы российских погранпунктов и стрелкового оружия. Теперь становится понятно, что, скорее всего, это были провокации, чтобы появился формальный повод снова бомбить ракетами мирные кварталы Киева.
Появилась уточненная информация о прорыве украинской 36-й бригады морпехов на завод «Азовсталь» в Мариуполе. Вчера я говорил, что по данным российской стороны, все, кто пытался прорваться, были либо уничтожены, либо взяты в плен. Однако вчера появилось вот такое видео. Слава Украине! Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Получается, что теперь части Азова в центре Мариуполя получили подкрепление и продолжат сопротивляться. Тем временем российская армия потеряла уже больше 500 танков. Такие данные приводят эксперты сайта Oryx, который анализирует потери по фотографиям. Украинская армия продолжает атаковать российские силы, которые стягиваются к Изюму. Буквально сегодня мы получили вот такие фото. Украинские диверсанты подорвали мост, когда по нему следовала колонна российской техники. Эти машины уничтожены как раз в районе Изюма. Надо понимать, что даже подготовка к тому самому решающему удару на Восточном фронте проходит для российских сил с большими затруднениями. С каждым днем все больше и больше видно, что российская армия — это все то же самое советское старье в большинстве своем, что нет никакой реальной мощи у этой армии. И если вы думаете, что военные этого не знают, знают, не хуже нас, но это никак не освобождает их от ответственности за военные преступления, которые они совершают. США выделили Украине военную помощь на $800 миллионов. Украине передадут 200 бронетранспортеров М113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников Switchblade и 500 ракет «Джавелин». Кроме того, Украина получит 100 грузовиков «Хамви», противопехотные мины, амуницию и медикаменты. Вертолеты Ми-17 – это экспортный вариант транспортного Ми-8. Ранее они предназначались для отправки в Афганистан, но сейчас отправятся в Украину. Бесспорно, это самый большой комплект помощи, предоставленный Украине. И что важнее, это то, что просит Украина. Тяжелая современная артиллерия с большим радиусом действия поможет сдержать наступление на Востоке. Кроме того, американцы поставят сразу 10 артиллерийских радаров, которые помогут находить позиции российских орудий. И мы видим, что это не единственное тяжелое вооружение, которое поступает в Украину. Уже есть видео работы словацких САУ «Зузанна». Это 155-миллиметровые пушки, сопоставимые с орудием МСТы, а значит может с ней бороться. Польские танки Т-72, по всей видимости, еще в пути, но должны прибыть в ближайшее время. Кроме того, Пентагон заявил, что ряд стран будут поставлять Украине танки. Нужно признать, украинцы смогли добиться желаемого. Им начали поставлять тяжелое оружие, и, судя по всему, эти поставки будут только усиливаться. Ну а что продолжим делать мы? Это рассказывать вам о войне в Украине, событиях вокруг нее. Что продолжите делать вы, это подписываться на наш канал и ставить лайки. В 19 часов будет вечерний обычный стрим. Украинская армия, безусловно, достигает успехов. Медведчук, взорванные мосты под российскими колоннами, а уж тем более русский военный корабль, все многое другое – это символ этих успехов. Но это не делает сумасшедшего придурка с ядерным оружием менее опасным. Он опасен для Украины и для России тоже. И вот уже снова пропагандистский генерал заявляет, что Россия готова начать бомбить Киев. А ведь еще очень свежи воспоминания, как это происходит на самом деле. Давайте посмотрим.